Анжи — эдакий мастер на все руки. Во всем так себе, но зачастую лучше тех, кто хорош только в одном. И раз это так, то использовать надо вообще все инструменты. Однако, несмотря на все патчи, несмотря на все бафы, с самого релиза игры нормальные люди обходят этого персонажа стороной. Ну а раз ты все еще здесь, то ты либо такой же поехавший, либо придется догоняться. В игре Занжи нет ничего сложного, нет дополнительного метра, нет тяжелого экзекьюшена, хп у него здоровенная, но вот основная механика. Она требует, чтобы ты постоянно был с противником на одной волне. Чуть кто-то из вас уходит дальше одного шага в любую сторону, и хп бара как не бывало. Ну и без дэшкэнсела этот персонаж не персонаж, придется выучить. Начнем с классического чтения Дастлупа. 5 панч. Классный, быстрый, сочный анти-эйр, однако почти не бьет по земле. 5 кик. Не самая длинная кнопка, зато быстрая, достаточно долгая, самое оно для тычков и мити. Форслэш. Самая длинная кнопка, минимум топ-3 ревард на контрхите, но расширяющиеся хертбоксы, 2 актива и куча рекавери с зелеными коробками, ё-моё. Клоус-слэш. Самый долгий клоус-слэш в игре. Шикарный ревард как на контрхите, так и на нормал-хите. А на блоке +1 дает прекрасную возможность стаггер-прессинга. 5 хэви. Контрхит очень и очень болезненный. Коренная часть многих комбо. «5D». Универсальный оверхед. Ничего особенного. Два панч. Длинная, быстрая, с неплохим ревардом. Разве что налоги за тебя не заплатит. 2 кик. Шустрый лоу, неплохой ревард. А если нажать с дэш моментумом, то поехал страйк троу. 2 слэш. Это топ-2 длинная кнопка, так еще и лоу. 2 хэви слэш. Есть такая кнопка. Подкидывает чуть ближе, чем 5 хэви, поэтому на контрхите или по сидячим является базой оптимальной комбы, но... 2 даст. Быстро лоу профайлит. Шикарный стартер. На нормал хите можно делать комбы, затопить бабочку или что-то посмешнее. Анжи Инфинит. ПД? Я думал, он меня будет ненавидеть. Шесть панч. Универсальный анти-эйр. Хорош. Даже очень хорош. 6 хэс. Позволяет выжимать максимальный ревард из нормал хит 2 панча и невероятно плотные фрейм-трапы из 5 кика или 2 кика. На хите дает неплохие мити, на блоке отправляет на расстояние спейс-трапы. Jump Punch. Редкая кнопка, используется как дабл оверхед и в сетапах, как фрейм-килл. Jump Kick. Богический air-to-air.
Jump Slash. Шикарная кнопка, чтобы влететь, а особенно под FD Cancel. Jump Heavy Slash. Забавно, что из-за медлительности кнопка используется только в сейв-джамп сетапах и как способ приземлиться раньше. Jump Dust. Зонд позволяет тормозить в воздухе. Сбивает вражеские тайминги анти-эйра, на хите дает wall bounce, позволяет делать жесткие и дамажные комбо. 2-3-6 панч. Шицу. Это не то, что ты хочешь сжать раз за разом в нейтрале. Но после броска 2 даста, 5 хэви, 2 хэви это основной win condition. Хотя, если ты достаточно смелый... А теперь к причине, почему 90% рекавери у Чара длятся 1000 лет. 2-3-6 кик. Суигетсу no Хакоби. Ну или, проще говоря, крутилка. Становится дольше, если держать кнопку, а также может добавляться к другим спешалам. Мысль о том, что это защитный мув, должна покинуть вашу голову мгновенно. Контрхит стоит на стартапе, контрхит стоит на рекавери. Зато если противник попадает в активы, то считается промахнувшимся. А мы после 10 фреймов анимации можем сделать паниш, основываясь на количестве оставшихся активов и рекавери противника. Естественно, крутануть проджектайл можно, но на противника это не подействует. Грабы крутить нельзя. Настоящий мастер знает, когда нужно использовать свой клинок, и в то же время может решать свои проблемы, ни разу не обнажив его. А если противник пытается быть умным, нажал быструю атаку или сложил 2+2 и нажал ПРЦ в попытке подбежать и навязать страйк троу, 2-1-4 панч. Мидеры. Самое близкое к ДП, что получает чар. Панишит 99,9% атак за счет того, что можно активировать сразу после крутилки. И дает полную неуязвимость. На хите мы получаем сочный хард нокдаун, на блоке не менее сочный плюс 11 гард краш. Есть кара cancel супер, но в остальном это чистейший ДП. На вифе нельзя делать роман cancel. А еще из минусов, коробка не на весь экран, и обойти его можно при помощи ПРЦ. Но если они не хотят получить рыбу в блок, то вынуждены бэкдэшнуть, прыгнуть или сделать дилей реверсал. А все это минус, а значит РПС. 2-3-6-С. Коу. Шикарный комбо-мув. Из-за смешных функций может быть и анти-эйром, но... Если держать кнопку, то автогард будет с 10 по 25. Второй хит дает гард краш. 2-3-6 хэви. Фуджин. При удержании кнопки автогард подключается с 10 по 25 кадры. Кэнселить в спешалы можно с 13 и аж до 6 последних фреймов рекавери. И в этот же промежуток можно кэнселить в суперы. Кроме того, чардж повышает уровень атаки Фуджина с 3 на 4. Это улучшает ситуацию на блоке и уменьшает дыру перед фоллоуапами. Кстати, про них. Панч, Шин и Чишики. А огромный стартап. Хитбоксы появляются только когда VR касается земли, но плюс 7 на блоке. Также можно слегка продвинуться вперед или назад, корректируя желаемый спейсинг. Кик из Сокутоби. Если ты жмешь это в блок стринге, то ты либо уверен, что противник слишком сфокусирован на других опциях и не среагирует, либо ты делаешь прикол в ПРЦ, либо слишком самоуверен и вот-вот получишь в лицо. Слэш Нагиха. True Block String Wall толкает тебя вперед, лаунчит на хите, а на блоке прилично так отталкивается. Дает кучу дамага стене, поэтому она чаще прилепляет. Особенно если еще и подилает чуток.
А если делает чуток во время комбы, то можно сделать сейф-джамп. Heavy Slash. Рин. Оверхед. Без чарджа перед ним 5 фреймов, с чарджем 3. Не меняет того, что это все еще реактится и является минус 9 на блоке. Нижняя половина круга плюс вперед Heavy Slash. И Сайоги. Сай. 15 хитов по 6 урона, и если попал в хит, 15 хитов по 6 урона, 15 хитов, ну, 15 хитов, 6 хитов по 15 урона, и если попал в хит, то прилетит еще одна тычка на 75. Но зачастую скейлинг под конец настолько огромный, что прилетает огроменные 6 хитов по единичке. И где-то 11 от последнего. На блоке вы мертвы. Даже не думайте. На хите, ну, вы точно хотите тратить 50 метров на капельку урона и стрёмный харднокдаун с непонятным преимуществом вместо чуть большего урона и пролома стены? Но этот супер имеет очень смешные свойства. Он не ломает проджектайлы. Кубы собаки и дети не в счет. Не пропадает, даже если Анжи ударит, и продолжается после ПРЦ. Нижние полкруга плюс вперед слэш. Качу фугецу. Кай. За 50 метров Анжи на 30 фреймов становится в парирующую стойку. Эта имба парирует все, кроме грабов, и по-настоящему является жемчуг. Ж. Жемчужины этого персонажа. В нейтрале мы должны убедить нашего противника, что он может играть в нейтрал. А после этого начать цитировать песню группы Dead or Alive. При этом важно быть отражением своего противника. Если тот играет не используя голову, то с чего должен ты? У Анжи есть потенциал лететь на одной комбе с почти любого стартера с одного конца экрана до другого и ломать при этом стену. Но в зависимости от матчапа, как с персонажем, так и с игроком на этом персонаже, не стоит забывать, что можно сэкономить метр, сделать простенькое БНБ и пойти делать мити, либо постичь искусство ресета в бабочку. А также можно слизывать нейтралу соло, только с возможностью в любой момент сделать крутилку и без шансов автоматически выиграть нейтрал. После того, как мы чудом выиграли нейтрал, важно этим воспользоваться. Анжи самый честный персонаж в игре. Настолько честный, что если пытаться честно миксить, то ты очень быстро отправишься в подвал башни, где только крот не будет реактить на все твои опции. И что же делать? Играть стагер прессинг и постоянно ресетить. Недаром в АЦПР в одном из диалогов Анжи характеризует как злющего злодея, который под видом художественного танца избивает своих жертв веерами и крадет их ценности. Однако также он начинает злиться, когда вскрывают его истинную личину. Поэтому важно миксовать ресет и стройблок стрингами, а их, кстати, можно по количеству конечностей Байкин пересчитать. В целом, есть смысл ломать стену 5 способами. Самый желаемый вариант — супером. Оптимал по урону дает харднокдаун, но накладывает метр пенальти и стоит 50 метров. Желаемый вариант номер 2 — чардженный Wild Assault. Топ-2 по урону метрлесс без метр пенальти, но за 50 бурста. Третий вариант
Карарин Нагиха дает кучу метра, но без хард-нокдауна. Рином пробить чуть тяжелее, но он нанесет на пару единичек урона больше. Четвертый вариант – чардженный 5 даст. Оптимал по урону Метролес, самое оно добить противника на лоу хп. Оставить его на одном хп вместо двух на самом деле. Или если на вас действует метр пенальти. Предыдущий вариант все равно не сильно больше метра даст. Пятый вариант – Jump Dust. В воздухе вариантов кроме него особо-то и нету. Остальное используется редко или в случаях, когда ты что-то сделал не так. Помимо этого, на каждый нокдаун у Анджи есть неплохое оки через нормал и прекрасная возможность в 90% случаев выйти на сейф джамп. Дилейный джамп кик после коул для этого прекрасно подойдет. Другим выходом на сейф джамп может быть бросок. У Анджи есть три основных метода сейф джампа после него: бэкдэш и ад, дилей коул, прыжок назад с фрейм-киллами. В углу добавляется еще один прыжковый сетап, о котором позднее. Но с броска также есть и более интересные сетапы. В мидскрине у нас есть Да сколько еще наимпровизировать при этом можно? А в углу у нас есть целая куча опций, вот основные из которых: а еще ХКД дает рыба, но там все может поломаться из-за спейсинга, поэтому просто кидаем бабочку или делаем сейв джамп через коу или два панчи от GHS. В общем, запутать противника есть чем. Главное не делать разные опции, которые контрятся одним и тем же и путают только тебя.
А когда наступают тяжкие времена и противник начинает блочить все лучше и предвидит твои подлянки, не время отчаиваться. Время крутить охрененные техи, выжимая из Анжи еще больше приколов. Кара суперы. Как было сказано ранее, Фуджин можно отменять в суперы так же быстро, как и фуллапы. Это дает капельки метров и в целом очень смешно. На волбрейке Wild Assault можно канцелить Фуджин. Да, это даст метр. Нет, это не отнимет хард нокдаун. Да, ты абсолютно ничем не рискуешь. Ну так, а куда нам весь этот метр? ПРЦ прыжок. БРЦ оверхеды. Тут главное кукухой не поехать от того количества потенциала, которое они открывают, и не начать спамить их на каждый нокдаун с 50 метров. Этот способ оставит вас на месте, а вот этот потащит вперед. 11-фреймовый оверхед чистит врагу инпуты, в куче сетапов реверсал сейф, работает как шими, почти не накладывает метр пенальти, с него есть комбы, да что же еще может быть нужно? Вот за таким страшным инпутом, который на самом деле довольно простой, скрывается cancel из крутилки в рыбу, из рыбы в супер, из супера сразу же в ПРЦ, а ПРЦ можно FPRC-шнуть в КС. За счет того, что рыба канцелится почти мгновенно, мы можем панишить через КС все от 11 фреймов рекавери. Безумие. Разве что на прыжке так хрен запанишишь, да и после ПРЦ лучше отыграть нормальный РПС с рыбой. А пока надо бы какой-то итог подвести, что ли. Персонаж настолько честный, что вынужден играть максимально нечестно. Бонусная часть для не анджимейнов. Как же контрить этого гада? Просто грабни. Тупо как-то обрывать на этом моменте.